Всех приветствую! Как вы думаете, какова поведенческая модель успешных людей? Сегодня я намерена рассказать вам про тот образ мышления, применение которого может быть весьма полезным в нашем обществе. Эта тема обсуждалась в различных деловых книгах. Успешные люди вокруг меня, которые отлично справляются со своей работой или в любой другой личной сфере, регулярно следуют этой модели поведения. Знаете ли вы, о чем идет речь? Это о том, чтобы делать вещи немедленно, а значит, стать человеком дела. То есть, если у вас появилась идея, вам лучше действовать незамедлительно, даже если есть некоторые неопределенности. Если вы сделаете это без колебаний, вы сможете изменить свой ход действий в любой момент. В этом видео я раскрою секреты мышления такого типажа людей и почему им удается преуспеть во многом. Так что присоединяйтесь к нам, и вы узнаете, каким должен быть следующий шаг, а не мысли в вашем продвижении. Но прежде чем перейти сразу к теме, приглашаем вас на нашем канале. Здесь мы публикуем видео, которые помогут вам в плане общения, управления жизнью, финансового менеджмента, карьерного планирования и многих других аспектов. Развивайтесь в профессиональной карьере и повседневной жизни вместе с нами. А я продолжу нашу сегодняшнюю тематику. Многие люди склонны отрицательно думать о тех, кто делает вещи спонтанно. Часто их образ обозначается как иррациональное и импульсивное поведение. И чаще всего люди верят, что если они тщательно подумают, прежде чем сделать шаг, их шансы на успех возрастут. Тем не менее, мы считаем, что это неправильное представление. Изначально, действуя с позиции человека-дела, будет ощущаться, как будто вы бросились в омут с головой. Но как только вы начнете действовать, мыслительные процессы начнут ускоряться. Поступая таким же образом в очередной раз, вероятность успеха станет намного выше, потому что качество исходного материала в виде решений, результатов и опыта будет богаче и расширенным, чем если бы вы просто обдумывали все это. Позвольте мне пояснить этот момент. Как упомянулось ранее, действие ускоряет ваши мыслительные процессы. Причина в том, что, сделав этот первый шаг, вы испытываете ощущение, будто подходите к кирпичной стене. Если вам очень повезло, или действие, которое вы предпринимаете, не слишком сложно, вы можете и не быть в такой ситуации. Но если вы стремитесь к более высокой цели, вряд ли все пойдет гладко и получите ожидаемого результата сразу. Тогда вы подумаете, что это недостаточно хорошо, не то, что предполагалось. И вы бы были совершенно неправы, так как упирание головой в стену уже является знаком, что пришло время включать голову. Так вы начинаете анализировать, почему и что не сработало, какие ошибки были допущены и как можно преодолеть эти препятствия. Даже если некоторые придумают стратегию, как не потерпеть неудачу, они не смогут предотвратить все преграды на 100%. Причина очевидна. Они просто не могут предвидеть все возможные сценарии. Таким образом, вы не можете подробно предугадать, с какими препятствиями вы столкнетесь, и в результате вы будете размышлять об этом только после того, как вы начнете действовать. Один из недостатков думающего – это трата большого количества времени на рассуждение о банальных вопросах. Это можно охарактеризовать как неоправданный страх, но когда вы предпринимаете немедленные действия, вы обнаружите, что нет необходимости беспокоиться об этом заранее. Те, кто не действует активно, тоже этого не видят, поэтому не просто тратят свое время, пытаясь в первую очередь подготовиться к этому. То же самое происходит, когда находишься в тихом лесу, где нет диких животных, но готовишься к нападению медведя или читаешь книгу о том, как отбиваться от львов и думаешь, что есть смысл делать то, что явно не стоит делать. Время ограничено, поэтому сначала нужно попытаться действовать, а затем поработать над решением проблем, с которыми вы столкнетесь. С другой стороны, если вы скажете «давайте подумаем над этим некоторое время, прежде чем начнем», или «давайте рассмотрим и это», может и прозвучать положительно, но такой подход будет означать скрытое желание отложить принятие мер и отказ подумать над решением в тот момент. Есть поговорка «прокрастинация – вор времени», и это правда. Когда вы что-то придумываете, ваша мотивация на пике.
Если вы позволите этому затаиться в вашем сознании, это станет маловажным. Некоторые говорят, что это потому, что то или иное дело уже не имеет такого значения. Но я считаю, что это действительно становится неактуальным только после того, как вы предпримете что-то в этом направлении. Только после этого можно сказать, что да, эта идея недостойна, и бросить ее. Рассуждение не требует слишком много времени по сравнению с теми потерями, которые вы можете понести, если не дать чему-то шанс. Или, по крайней мере, по сравнению с возможностью, которую вы бы имели, если вы бы сделали это. А возможно, что если бы вы сделали это, вы бы выросли и расширились с тех пор. Например, если вы похожи на меня и думаете запустить канал на YouTube, вы можете купить дешевую камеру и микрофон и снять видео. Не беспокойтесь на этом этапе о том, добьетесь ли вы успеха или потратите деньги на оборудование. Лучше иметь представление о том, что убить саму идею обойдется вам дороже. В процессе создания видео вы можете понять, что вам нужен другой микрофон или другая камера. И это подходящий момент, когда вам нужно купить правильные. Создав видео, вы сможете понять, что вообще-то вам не нужен дорогой микрофон или камера. Вы не сможете понять эти вещи, если не сдвинетесь с места. Итак, вы видите, что есть много преимуществ в том, чтобы делать что-то незамедлительно. Но, как говорится, легче сказать, чем сделать. Так как же стать человеком дела? Есть 2 шага, которые вы можете сделать. Первый шаг – избавиться от перфекционизма и приблизиться к менталитету исполнителя. Второй шаг – выстраивать свои собственные истории успеха, делая вещи немедленно. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих 2 шагов. Шаг номер 1. Кто-нибудь из вас считает себя перфекционистом? Некоторые люди воспринимают перфекционизм как положительный момент, но мы думаем, что это заблуждение. Да, перфекционизм может быть полезен с точки зрения улучшения качества ваших результатов, но вы должны позаботиться об этом в конечном этапе, а не на начальном, когда перфекционизм может даже отвлечь ваши действия. В противном случае вам придется все изучить заранее, прежде чем вы сможете начать действовать. Это приводит к колоссальной задержке темпов роста. Так что, только действуя, мы можем ясно увидеть, что нам нужно подготовить и какие предметы нам нужно изучить. Избавьтесь от перфекционизма, по крайней мере на начальных этапах. Вместо этого примите идею немедленного начала. Для этого вам совсем не обязательно быть идеально подготовленным. Вы просто должны уметь хорошо начинать. Вас могут критиковать за превращение средств в цель, но обращать внимание на эту идею нужно только в самом начале. Или, как только вы начнете, вы увидите так много проблем, что будете иметь мало представления о том, о чем вам нужно думать на начальном этапе. Шаг номер 2. Этот шаг подразумевает среднюю и долгосрочную посвященность по сравнению с предыдущим, но он имеет много преимуществ. Вы почувствуете эффект, когда начнете это делать. Чем больше это практикуете, тем больше ваш мозг будет говорить, что вы должны сделать это немедленно. Это создает эффективный цикл, в котором ваш разум естественным образом побуждает вас делать что-то немедленно, что в свою очередь приводит к маленьким успехам. Если вы не будете действовать сразу, вы потеряете деньги и время. Изменить свое мышление непросто, но преимущества побудят вас к деянию. А теперь давайте подытожим сегодняшнюю тему. Во-первых, существует огромная разница в количестве возможностей для роста и успеха между теми, кто действует безотлагательно, и теми, кто этого не делает. Поэтому лучше как можно скорее подойти к стилю поведения, сделать это немедленно. Во-вторых, критика «сделай что-то неминуя», выраженная в цепочке мыслей типа «почему ты сначала не думаешь, прежде чем предпринять действие?» или «у тебя больше шансов добиться успеха, если ты подумаешь, прежде чем что-то сделать», может оказаться неверным, если вы внимательно посмотрите на корреляцию между быстрым выполнением чего-либо и вероятностью успеха, который последует за этим. Наконец, есть 2 шага к тому, чтобы стать непосредственным деятелем. Во-первых, вам нужно отказаться от перфекционизма и изменить свое мышление на менталитет немедленного деятеля или человека дела. А затем вам нужно создать серию небольших историй успеха.
Существует большой разрыв между тем, что вы понимаете в своей голове, и тем, что вы делаете. Поэтому, чтобы изменить свой образ мышления, мы рекомендуем начать тренироваться с завтрашнего дня, или лучше прямо сейчас, для того, чтобы стать человеком дела. На этом мы завершаем наше обсуждение на тему «Какова поведенческая модель успешных людей?». Дайте нам знать, если это видео было полезным. И не забудьте оценить его и подписаться на наш канал, если вам понравилась тема. Спасибо за ваше внимание и до скорых встреч в следующем видео.